Всех приветствую на своем канале. И сегодня у нас будет замена масла в редукторе Hyundai Kona Electric 2019 года. Вот такое у нас состояние под днищем. Мы ее первый раз поднимаем. Просматриваем ржавчину, моменты по кузову. Батарея вроде не бита, ровненькая, отлично. Кузов тоже, ржавчины практически нет. Ну, есть кое-где рыжики, но это не столь суть важно. Так, переходим в переднюю часть. Вот, кстати, пороги тоже нигде не замятые. И, в принципе, даже ржавчины я не вижу. Машине 7 лет, довольно неплохо обработана с завода. Итак, у нас редуктор впереди прикрыт тонким пластиком, так называемой защитой. Вот она. Будем ее снимать. Она стоит на болтиках. Вот таких вот. Раз, два, три. Там еще впереди 3. И вот такие вот клипсы. Желательно клипсы иметь в запасе, потому как я больше чем уверен, не у всех они остаются целые. У меня 2 заменены на какие-то другие. Одной нету и одна плохая. Вот видите, одна заменена, там где-то еще одна, вот вторая не работает. И здесь где-то нету, вот здесь нету. Вот такое масло я оригинал купил. У нас май 26 года, это 2500 гривен. Плюс ходовскую присадку EX120 для редукторов. Так как у нас больные места в Kona Electric именно редуктор и подшипники двигателя. Ну, подшипниками двигателя мы ничего не сделаем, кроме как замена. А вот редуктор мы можем усилить присадками. Снимаем. Вот такую лопатку взял, с Алиэкспресса покупал. С ней будет намного легче клипсы снять. И вы этой лопаткой, когда будете снимать, вы не поломаете их. Если будете отверткой ковырять, скорее всего, что половину вы их поломаете. Один болт я все-таки сломал. Несмотря на возраст автомобиля, вроде бы не такой он уж и старый, но все равно болты сильно заржавели. Будьте с этим аккуратны. Потихонечку крутите туда-сюда, туда-сюда. То есть один я все-таки сломал, а еще 2 у меня сильно заржавевших было. Я с меньшей силой пытался открутить и крутил вперед-назад. Пришлось, конечно, помучиться где-то около получаса, но 2 болта я потом спас. Так, вот у нас заливное и сливное отверстие редуктора. Все у нас чистенько, нигде пока потеков нету. Все вроде более-менее хорошо, приятненько выглядит. Так, гаечки у нас, вернее заглушки у нас с пробки ключ на 24. Можно трещоточный ключ взять. Я взял такой рожково-накидной, потому как головка пробки довольно-таки узкая, и головка на трещотке может соскальзывать. Мне так было удобнее, по крайней мере, сливную пробку открутить. Откручиваем пробочку. Она там не сильно зажата. Там алюминиевая шайба стоит. Желательно их менять, покупать. Я не менял, потому как у меня они нормальные, не сплюснутые были. Масло, как вы видите, довольно-таки чистое. Стружки я не обнаружил. Хотя вот на пробочке у меня должен быть магнитик.
но его не оказалось. Предыдущий владелец, меняя масло, наверное, или вытащил, или я не знаю, куда она делась, но она там действительно должна быть. Но ее нет. Ну да ладно. У вас она должна быть. Вот в таком состоянии у меня шайба. То есть, в принципе, ее можно оставить. Еще дожать ее можно. Но если она сильно расплюснута, то по-любому нужно менять, дабы не потекла. Вот так. То есть она у меня в нормальном состоянии. Заливное отверстие я откручивал воротком и все-таки головкой, потому как следующую защиту я не захотел снимать. Для заливки масла я взял вот такой вот шприц и со шлангочкой. Без шлангочки бы не получилось. Это старого образца, еще советский шприц. Вы можете купить новый. Они пластмассовые, недорогие есть. Не суть важно, но шлангочку желательно иметь еще. Вот, покажу почему. Потому как, ну или защиту следующую снимаем. Мне проще было взять шлангочку и удлинить носик. И перед тем, как заливать масло, я продул воздухом в заливное отверстие, и сливное отверстие было открыто, дабы масло практически все вылить. Вот я где-то грамм 400-500 залил масла и потом со шприца выдавил присадочку, а потом уже остальное масло долил, чтобы лучше размешалось. Вообще, в принципе, рекомендуют в каком-нибудь стаканчике с маслом размешать, а потом его туда заливать. Ну, я сделал так. Со шприцом, кстати, тоже трубочка шла, удлиняющая носик, что упростило заливку. У меня ушло литр 180 где-то грамм в редуктор. И масло с верхней заливной пробки потекло. Я сразу закрыл. Ну, это, собственно говоря, и есть уровень. Но опять же, это если у вас автомобиль стоит на ровной поверхности. У меня он на подъемнике, то бишь ровненько стоит. Поэтому это и есть уровень. Вот такие вот клипсочки. Лучше их иметь в запасе. Собственно говоря, как бы и все.